Привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре часы, которые ждали многие, возлагая на них большие надежды. Оправдаются ли они, будем смотреть. Встречайте, OnePlus Watch. У меня на руках версия для внутреннего рынка Китая, Classic Edition. Думаю, отличия от глобалки не будут большими. Поехали! Железо и характеристики. Дисплей уже стандартный для индустрии круглый AMOLED, диагональю 1,39 дюйма, 454 на 454 пикселя, 326 ppi. Сапфира здесь нет, он будет только в кобальтовой версии. Корпус из стали 316L с пластиковой нижней крышкой. Размеры 46,4 на 46,4 на 10,9 мм, не включая выступов. Масса часов без ремешка 45 грамм. Внутри Bluetooth 5.0, акселерометр, гироскоп, компас, оптический датчик пульса и кислорода в крови, внешний датчик освещенности, барометр и емкостной тач-сенсор дисплея. Для позиционирования установлен приемник, который поддерживает GPS, GLONASS, Galileo и Beidou. Питание обеспечено аккумулятором на 402 мАч. Заявленная автономность до 14 дней в стандартном режиме, до 5 дней с мониторингом кислорода во время сна и до 25 часов в режиме тренировки с GPS. Вибромотор линейный, четкий и качественный. Ну и в китайской версии есть NFC, как обычно для проездных и проходных. В глобалке его тупо не будет, уверен. Ну да ладно, часы поставляются в длинной красной коробке. Внутри сразу видим сами часы, инструкцию и гарантийный талон и зарядник. Он, конечно, магнитный, снизу не скользящая подкладка. Давайте к часам. Красивая лаконичная блестящая шайба без излишне выпирающих деталей, не считая ушек крепления ремешка. Сразу чувствуется отличное качество материалов, как часов, так и комплектного ремешка. Поверхность стекла плоская с небольшим закруглением с краю, никаких рисок не предусмотрено, хотя вокруг дисплея рамка безусловно присутствует. Справа расположены две аккуратные плоские кнопки, верхняя с гордой надписью OnePlus. Комплектный ремешок очень качественный, приятный на ощупь, в меру мягкий, но слегка толстоват, как по мне. Удобная застежка с хлястиком под ремешок. Крепление ремешка стандартное на 22 мм, но тут вылез неприятный нюанс. Например, мой любимый керамический браслет упирается гранью в корпус часов, из-за чего первое звено не может принять оптимальное положение. Оно либо торчит, либо под 90 градусов. Чтобы вровень выпирало, не получается. Так что с подобными браслетами нужно проверять. С такой проблемой я столкнулся впервые. В остальном прям не к чему придраться. На нижней крышке само собой оптический датчик и контакты зарядки. Сбоку отверстие динамика барометра. И на металле между ушками отверстие микрофона, как раз направлен к пользователю. Давайте ближе к делу. Главный экран часов, циферблат. Сверху традиционно шторка быстрых настроек. Снизу список уведомлений. Справа виджеты. Они листаются до упора без цикличного пролистывания. Очень странное решение, так как слева от циферблата вообще ничего не достается. Кнопки. Верхняя — основное меню или выход домой. Нижняя — функциональная, для быстрого доступа. Циферблаты. Интуитивно долгий тап, выбор циферблата. Есть настраиваемые циферблаты, несколько полей для настройки. Тут могут быть как информация, так и просто ярлыки для быстрого доступа. Или же и то, и другое. А есть просто интерактивные циферблаты. Например, на этом по тапу меняется фон. Похожий можно сделать на основе своей пачки картинок. Шпаргалочником зайдет. А тут показывается подробная информация по целям. Управление списком циферблатов только из приложения. Тут же есть коллекция для скачивания, разбитая по категориям. Общего списка я не нашел, всего на момент обзора тут 50 циферблатов. Подавляющее большинство из них вообще не заслуживают внимания. В часы можно загрузить максимум 14 штук, причем жестко зашитых нет, можно удалить все ненужные, главное, чтобы остался любой один. Уведомления. Знаю, многим это важно, скажу сразу, уведомления показываются только по жесту или нажатию кнопки, без вариантов. Они синхронизированы со шторкой смартфона, поддерживаются иконки очень ограниченного набора приложений, например WeChat. А вот Telegram, Viber, YouTube в пролете. Ладно, хоть название приложений пишет исправно. Также разработчики постарались здесь изобразить очень умные часы, которые после прочтения удаляют уведомления сразу из часов и из телефона. Только вот это было бы актуально, если бы часы могли показывать уведомления максимально подробно, с кучей текста, картинками и так далее. А они даже эмодзи не умеют. На дворе 21 год 21 века. В итоге посмотрел на часах уведомления, или сразу доставай телефон за подробностями, или забудешь. Впрочем, есть один способ. Выходить из уведомления кнопкой «Домой», тогда оно никуда не денется. Если привыкнуть, то жить можно. Ответы, шаблоны не предусмотрены, звонки из мессенджеров не отображаются вообще никак. А вот с телефонными звонками все хорошо. Тут и уведомления с контактом, и возможность ответа на часах. Можно и звонить с часов, но об этом позже, не переключайтесь.
Кстати, при наличии непрочитанных уведомлений снизу на циферблате висит красная точка. И вообще разные статусные пиктограммы показываются на главном вне зависимости от установленного циферблата. Теперь виджеты. Как и говорил, они справа. Совершенно случайно я нашел, как их можно настраивать. Долгий тап на любом виджете. Вуаля! Максимальное количество 7 экранов. Здесь можно выбрать как некоторые полноэкранные карточки, так и набор из 4 иконок, которые могут быть любыми пунктами основного меню. Это очень актуально, так как само меню никак не настраивается. То же самое и с тренировками. Есть и такая настраиваемая карточка, тогда как полный список неизменен. Тут тоже есть нюансы. Например, полное приложение музыки при свайпе справа показывает список плейлистов, а виджет одноэкранный, тут плейлист не выберешь. Вот такая история с виджетами. Дальше. Верхняя шторка. Она содержит системные статусы и 6 кнопок. Ручное включение режима «Не беспокоить». Яркость переключается прямо здесь тапами. Низкая, средняя, высокая и авто. Поиск телефона. Просто работает как и должно. Будильники. Все настройки доступны здесь. Фонарик. Белый экран на максимальной яркости. И настройки часов. Что там? Подключение наушников. Тут все хорошо работает без нареканий. Дисплей и яркость. Здесь включается активация жестом без чувствительности. И рядом подсказка, нельзя включить в режиме «Не беспокоить». Яркость. При выключении авто появляется ползунок ручной настройки, всего 5 ступеней. И тайм-аут работы дисплея от 3 до 8 секунд. Звук и вибрация. Здесь громкость 5 ступеней. Беззвучный режим будет только вибра. И тумблер для вибры, можно и ее отключить. И последний, умный будильник, по методу Shake and Wake, то есть шевелишься — вставай. Описание временных отрезков я не нашел, как и дополнительных настроек. На практике будильник у меня срабатывал точно в указанное время, так что не знаю. Дальше «Не беспокоить», ручной тумблер и расписание. Функциональная кнопка, здесь можно повесить на нижнюю кнопку любой пункт основного меню и на двойное нажатие выбор Alipay или кошелек. Так как оба пункта не актуальны за пределами Китая, не знаю, будет ли двойное нажатие в глобалке. Пароль. 4-значный пин-код. При настройке часы даже ругаются на слишком легкие комбинации. После часы будут блокироваться при снятии с руки. При этом выключаются и уведомления. Разработчики озаботились защитой от перебора, устанавливая таймер после нескольких неудачных попыток ввода пин-кода. Молодцы. Дальше в настройках выбор руки. Правая или левая. Варианта для неопределившихся не завезли. Выбор языка. Система. Перезагрузка, выключение, подключение к другому телефону, при котором часы не сбросятся, и сброс на заводские настройки. Теперь подробно о главном меню. Оно не сортируется, как я говорил. Первая – активность. Это наши цели на день. Выполнена в виде круга с 4 секторами, которые заполняются от центра к краю. Ниже можно посмотреть подробности. Все понятно по цветам. Шаги, тренировки, калории и разминки. Ниже дистанция и смена высоты в виде этажей. И есть справка, в которой все подробно описано. Теперь тренировки. На момент обзора в часах доступно 14 видов тренировок. Список никак не сортируется. Это бег на улице и в помещении, жиросжигающий бег, велосипед и велотренажер, ходьба на улице, бассейн, эллипсоид, гребной тренажер, бадминтон, восхождение и пеший туризм, йога и свободная тренировка. Из настроек только цели по дистанции, калориям и времени, и длина дорожки бассейна. И то только 25 и 50 метров. И сразу нет, в бассейне пульс не считается. Во время тренировки тоже настроек нет. Вертикально листаются экраны с информацией, слева стоп, пауза и громкость. События в тренировке дублируются голосом, правда на китайском. И справа расположен виджет музыки, также без выбора плейлиста. Отсечек кругов нет, обе кнопки работают как пауза и старт. Свернуть тренировку нельзя, даже на паузе. По окончании можно посмотреть статистику, как в часах, так и в приложении. Пульс часы считают достаточно точно, но на больших нагрузках я еще не проверял. А вот GPS-трек пишут просто замечательно. Для часов в стальном корпусе прям идеально, я такого не ожидал. При этом непонятно, какие именно из 4 систем позиционирования используются. С учетом точности я бы даже поверил, что все сразу. Вот если бы еще была возможность выгрузки трека в GPX, было бы вообще огонь. Да хотя бы в Страву какую-нибудь выгрузиться. Но нет, по традиции поделиться можно только картинкой своего трека, боль и разочарование. Дальше, журнал тренировок. Без общей статистики, просто список записей. Удалить что-то тоже нет возможности. Отдельным пунктом меню стоит быстрый фитнес-тест. Это, насколько я понял, своего рода ответ показателю МПК, который знаком спортсменам. Суть примерно та же, нужно бежать 5-10 минут с пульсом выше определенного значения, которое подбирается по вашим параметрам. После чего часы выдадут вам цифру от 0 до 10, характеризующую ваш уровень физической подготовки. Дальше пульс, график, замер и статистика.
SPO2. Сразу начинается замер. Как обычно, сидите спокойно, ремешок потуже, часы экраном вверх. И через 20-30 секунд получите результат. И все, никакой статистики и пояснений. Вы же сами уже все знаете про кислород с этим долбанным ковидом. Следующее — сон. Тут время последнего сна. Вся его статистика с графиком, натянутым на безель. Красиво и наглядно показывает ваш сон во времени. Интересно, как это будет выглядеть, если проспать больше 12 часов. Здесь же сразу есть доступ к тумблеру режима «Не беспокоить» и информация по мониторингу. Похоже, дневной сон они не умеют. Кстати, по утрам, примерно через полчаса после пробуждения, часы показывают уведомления со статистикой о сегодняшнем сне. Дальше. Стресс. Здесь сразу начинается замер. Есть статистика за сегодня и последнюю неделю. Стресс может мониториться автоматически, а при выявлении высокого уровня часы могут предложить дыхательное упражнение, которое как раз идет следующим пунктом. Выбираем длительность и вперед. Повторять за кружочком. Получается 7 вдохов в минуту. Вдохи дублируются вибрацией, но закрыть глаза не получится. Выдохи никак виброй не подсказываются. Одним словом, бесит. Дальше интересней. Телефон. Тут все хорошо, как и должно быть. В связке с телефоном на часах можно как принимать звонки, так и звонить. Для этого предусмотрен список избранных, которые добавляются в приложение из телефонных контактов. Также есть список последних звонков, которые отображались часами, и можно набрать произвольный номер для звонка. Во время всех звонков, неважно, входящие, исходящие, начатые они на часах или на телефоне, часы полностью отрабатывают как гарнитура. В любой момент на телефоне можно переключиться на часы и обратно. Но только на телефоне. Часы звонок не перенаправляют. Но и так все очень удобно. Если же вы еще и в беспроводных наушниках, то тут тоже все работает как надо. Звонят все устройства. На часах видно контакт. Естественно, принимает вызов то устройство, на котором вы нажмете ответ. Но есть один косяк. Кнопка выключения микрофона всегда не активна. Наверное, тоже заглушка на будущее. Динамик и микрофон для шумных мест не подходят, но качество вполне приемлемое. Если не мямлить, то оба собеседника слышат друг друга нормально. Короче, дальше. Музыка. Тут тоже все хорошо. Есть пульт от телефона и встроенные 4 гигабайта для офлайн музыки. Заливается она через приложение без бубнов по Bluetooth. Не очень быстро, но работает. Там же в телефоне управление файлами и создание плейлистов. В плеере ничего особенного. Кнопки управления, сверху значок активного режима, переключение между режимами пульт и офлайн, настройки наушников, то есть подключение и удаление. После выключения наушников они автоматически не цепляются. Видимо, экономия энергии. Выбранный режим сохраняется после выхода из плеера. Есть разные режимы повтора и рандом. Перемотки в пределах одного трека не предусмотрено. Часы не играют музыку через динамик, только в подключенные наушники. Так что поставить пацанам новый трек не получится. Управление музыкой с гарнитуры также поддерживается. Системные звуки часов транслируются в наушники. Кроме звонков, разумеется. Это уже перебор. Качество музыки очень достойное для часов. Слушать приятно. За час проигрывания музыки по 5-му Bluetooth часы съедают 6-7% батареи. Тоже отличный показатель. Следующая погода. Тут есть вся необходимая информация, прогноз на 8 часов и на следующие 3 дня. Alipay работает, в глобалке его не будет. Кошелек, NFC-карты тоже работает и не ожидается в глобальной версии. Будильники видели, они в шторке есть. Секундомер. Стандартно. Есть отсечки нижней кнопкой. Они листаются. Может работать в фоне, но при этом на циферблате отображается индикатор, обратно через меню. Таймер, 6 пресетов и ручной выбор, часы, минуты и секунды. Нижняя кнопка не удел. Таймер тоже работает в фоне, индикации нет, но ведь он не бесконечный и по окончанию уведомит о себе. Свои настройки, как и последние, не сохраняются. Фонарик тоже видели. Барометр. Тут два экрана, барометр и альтиметр. Оба показывают текущее значение и график за сегодня. Полезно. Компас. Работает достаточно плавно. Показывает направление и отклонение от севера. Настройки и поиск телефона мы уже рассмотрели. Осталось по приложению. Называется оно HeyTab. Пользователям носимостей Oppo оно, наверное, знакомо. На момент обзора версия приложения из маркета еще не знает о существовании наших часов. По QR-коду качается АПК китайской версии, которая худо-бедно переведена на английский. На iOS есть приложение только в китайском сторе, но и оно ничего не знает про OnePlus Watch. Впрочем, на сайте написано, что iOS вообще не поддерживается. Итак, настройки часов в приложении. Уведомления. Тут выбор приложений и варианты, когда часы не надеты и когда смартфон разблокирован. Тренировки и здоровье. Тут дневные цели по шагам и калориям. Настройка уведомления «Стать размяться». Мониторинг пульса. Тут варианты автоматический, умный и даже непрерывный мониторинг.
он нещадно будет сажать батарею. Есть уведомление о превышении заданного пульса в состоянии покоя. И то же самое для тренировок. Мониторинг стресса и предложение дыхательного упражнения при обнаружении высокого уровня настраивается здесь. Включение мониторинга кислорода во время сна. И здесь же настройка автопаузы для тренировок и автоопределения ходьбы или бега с напоминалкой запустить тренировку. Это работает, но как-то туговато. Я видел такое уведомление один раз, хотя хожу минут по 15 несколько раз в день. Управление музыкой видели. Избранные контакты. Вот и все настройки. Тут еще инструкции проверка обновлений и отвязка часов. Не нашел функции поиска часов. Похоже, не предусмотрено. На домашнем экране, как обычно, собрана вся статистика в виде карточек. Тут рейтинг шагов среди пользователей на районе. Наверное, только в китайской версии такое есть, как и многие другие плюшки. Пульс. Очень подробная статистика по сну, график кислорода даже есть. Тут же журнал тренировок с общей статистикой и всеми записями. Стресс. Статистика по дневным целям в виде тех самых кружочков с подробностями. И отдельно СПО-2. Тот же график последнего сна и отдельно результаты ручных замеров. Китайская версия приложения, как обычно, имеет гораздо больше всяких приколов. Тут и всевозможные планы тренировок с видеоинструкциями, разные челленджи, ачивки и всякая социальная мишура. Подведем итог. Часы на данный момент получились очень неоднозначные. Отличное качество материалов и железа, отличная работа и проработка некоторых функций. И в то же время очень много мелких недоработок и непродуманных вещей, которые говорят о незрелости продукта. Одно только отсутствие какого-либо AOD на часах с AMOLED в 2021 году просто рвет шаблон. Особенно, когда ты уже привык к отличной реализации AOD на Amazfit. Хотел даже сравнить часы с ближайшим конкурентом по цене и основным функциям Amazfit GTR 2. Но оказалось это очень сложно. У OnePlus перед конкурентом уже сейчас есть несколько значительных преимуществ. Отличная реализация Bluetooth звонков и офлайн музыки, которая еще и гораздо энергоэффективнее получилась. Безглючная работа всего функционала, по крайней мере за несколько дней тестирования. Просто потрясающая для часов такого класса точность GPS, которая в итоге скатывается в бесполезную картинку. И в остальном, по сравнению с конкурентом, часы OnePlus очень отстают по общей проработанности, реализации большинства мелких деталей, которые составляют пользовательский опыт и удобство использования. В этом плане часы очень сырые и незрелые. Впрочем, все их косяки чисто программные, не считая маленькой неприятности с браслетом и очень большой неприятности в виде отсутствия поддержки iOS, когда конкурент с этой системой работает даже лучше, чем с Android. Вопрос только в том, насколько серьезно производитель отнесется к данной модели и доработке системы. Стоит ли покупать эти часы и что выбрать, вопрос непростой. Несмотря на всю недоработанность, мне часы понравились, даже очень. Но конкретно для себя на момент обзора на постоянку я бы их не купил, даже если бы сидел на андроиде. На этом и закончим. Ставьте лайк, подписывайтесь и заходите в комментарии, обсудим. Скоро новые обзоры, а на сегодня все. Будьте здоровы, друзья. Пока-пока.